есть станция метро, которой нет ни на одной схеме города. Ее достроили и замуровали за день до открытия. Поездов там не было 50 лет. Но в ту ночь, когда я спустился вниз, один пришел. Остановился прямо передо мной. И голос из динамика назвал меня первым пассажиром. Я до сих пор не понимаю, как поезд мог прийти на станцию, у которой оба тоннеля замурованы наглухо. Откуда он взялся и почему ждал именно меня. Но я знаю, что было бы, шагни я в те двери. То же, что случилось с теми, кто стоял на этой платформе 50 лет назад. Меня зовут Леонид. Я реставрирую старые вещи. И на ту станцию я спустился не из любопытства. Это была работа. Лучше бы я от нее отказался. Заказчик нашел меня сам. Сказал, что представляет частного коллекционера. И говорил тихо, будто боялся, что его услышат. Ему нужна была одна вещь. Оригинальная эмалевая табличка с названием станции. Та самая, что вешали над входом перед открытием. Платили втрое больше обычного. Я спросил, в чем подвох. Он ответил: станцию закрыли еще до открытия. Туда полвека никто не спускался. Просто снимите табличку, и все. Я навел справки. Станцию действительно достроили в 70-х, но так и не открыли. Официально ошибка в расчетах, грунтовые воды, опасность обрушения. Ее замуровали со стороны тоннелей и забыли. Ни на одной современной схеме ее нет, будто и не было. Заказчик дал мне ключ от технической двери и адрес неприметного входа во дворе. Оттуда, по его словам, можно спуститься к платформе, минуя перекрытые тоннели. Я спустился вечером. Лестница уходила вниз дольше, чем я ожидал, пролет за пролетом. И с каждым воздух становился холоднее и тяжелее. Фонарь выхватывал из темноты облупленную плитку и старые плакаты, выцветшие до белизны. Электричества не было нигде, мертвая станция, ни одной живой лампочки, только мой свет. И все-таки станция оказалась не заброшенной, она была готовой, понимаете, именно готовой к открытию. Скамьи на месте, часы над платформой, указатели, даже урны не сняли, будто люди ушли отсюда за минуту до того, как должны были впустить первых пассажиров. И не вернулись. Пыль лежала ровным слоем в палец толщиной. Полвека никто не дышал этим воздухом. Табличка висела над аркой выхода, тяжелая, эмалевая, с названием которого я никогда не слышал. Я поставил стремянку и начал работать. И тогда заметил первое, что было не так. Часы над платформой шли. Большие станционные часы, без электричества, полвека под землей, шли. Секундная стрелка двигалась. Я смотрел на нее и убеждал себя. Автономный механизм, завод, что угодно. А потом понял вторую вещь. Они шли неровно. Они спешили. Секундная стрелка делала круг быстрее, чем за минуту, будто куда-то торопились, будто к чему-то отсчитывали. Я вернулся к табличке. Хотел снять ее и уйти как можно скорее. И, спускаясь со стремянки, увидел на дальнем конце платформы то, чего раньше не заметил. У самого края аккуратно в ряд лежали вещи. Рабочие куртки, каски, сумка с инструментом. Будто несколько человек сняли их, сложили на платформе и шагнули куда-то. Вещи покрывал тот же полувековой слой пыли. Я подошел. Среди вещей лежала потертая тетрадь, журнал бригадира, какой ведут на любом объекте. Я открыл последнюю запись. Дата за день до назначенного открытия. И строчка. Пробный пуск. Состав подан. Бригада на платформе для приемки. И все. Дальше пустые страницы. Рядом с журналом лежали карманные часы на цепочке. Старые, тяжелые. Они стояли. Стрелки замерли на одном времени. Без 4 минут полночь. Я почему-то запомнил его сразу, а потом поднял глаза на большие часы над платформой. Они спешили и показывали почти то же самое. Без 6 минут полночь. И стрелка неслась вперед. Я не суеверный человек. 20 лет работаю со старыми вещами и знаю, у всего есть объяснение. Но в ту секунду я понял очень простую и очень страшную вещь. Часы внизу не показывали время. Они отсчитывали то, что вот-вот повторится. И до этого оставалось меньше 6 минут. Я бросил инструмент и пошел к выходу. Быстро. И тогда ожил динамик. Уважаемые пассажиры, поздравляем вас с открытием новой станции. Поезд прибывает. Просьба пройти на посадку. Голос был спокойный, ровный, доброжелательный. Такой, каким объявляют станции. Он шел из всех динамиков сразу и отражался от пустых сводов. На станции, где не было электричества. Где полвека не было ни одного человека. Где меня, единственного, он почему-то называл пассажирами.
А потом я услышал его. Из левого тоннеля. Из того, что был замурован наглухо. Гул. Нарастающий гул приближающегося поезда. Рельсы под платформой загудели. Из черного жерла тоннеля потянуло ветром. Теплым, спертым ветром, который состав всегда гонит перед собой. Поезд, которого не могло быть, шел к станции, которой не было. Я стоял и не мог двинуться. Фары вынырнули из темноты. Старый состав, какой я помнил только из детства, с круглыми лампами, с деревянными скамьями за окнами. Он шел медленно, торжественно, и остановился ровно напротив меня. Двери раскрылись тем самым знакомым шипением. Внутри горел теплый желтый свет. И вагон был пуст. Леонид, пройдите на посадку. Вы наш первый пассажир. Вас давно ждут. Оно назвало меня по имени. И в этот момент я понял все. Понял, что случилось здесь полвека назад. В ночь пробного пуска к этой станции подошел вот такой же поезд, и диктор также поздравил бригаду с открытием. И также попросил пройти на посадку. Они стояли на платформе. Приемщики, инженеры, машинист. Они сделали то, чего делать было нельзя. Они шагнули в двери. И станцию замуровали не из-за грунтовых вод. Ее замуровали, чтобы оно больше никого не позвало. А оно все равно ждало. Полвека. Ждало, пока кто-нибудь снова спустится за этой проклятой табличкой. И я почувствовал, как ноги сами делают шаг к открытым дверям. Свет внутри был такой теплый, голос такой спокойный. Так хотелось просто войти и сесть. Я уже занес ногу на щели между платформой и вагоном. И тут большие часы над платформой пробили. Один единственный удар. Без 4 минут полночь. То самое время, на котором остановились карманные часы бригадира. Бой часов привел меня в чувство. Я отшатнулся от дверей и побежал. Не к технической двери, а к мертвому эскалатору, вверх через 2 ступени, в темноту. А позади спокойный голос все повторял. «Леонид, вас ждут. Двери закрываются». Я не помню, как выбрался наверх. Очнулся уже во дворе, на коленях, хватая ртом ночной воздух. Технической двери за спиной не было, только глухая кирпичная стена, будто никакого входа здесь никогда и не существовало. Табличку я не снял, инструмент остался там, внизу. Я не вернулся за ним, ни за что на свете. Заказчик больше не объявился, телефон, с которого он звонил, молчит. Я пробовал найти ту станцию, на схемах, в архивах, старых документах, ее нет нигде, будто я все придумал. Я почти убедил себя, что так и есть. Но каждую ночь, ровно без 6 минут полночь, я слышу одно и то же. Спокойный, доброжелательный голос поздравляет с открытием новой станции и просит пройти на посадку. И называет мое имя. Первое время я думал, что он доносится оттуда, глубоко снизу, сквозь асфальт и бетон, с той самой станции. Но с каждой ночью голос звучит ближе, громче, чище. И я наконец понял то, чего не понял там, внизу. Когда я не вошел в вагон, поезд не остался ждать на станции. Он не отменил рейс. Он отправился. За своим единственным пассажиром. За мной. Те часы на платформе не отсчитывали поезд к станции. Они отсчитывали поезд ко мне. И он все еще в пути. Каждую ночь на одну станцию ближе. Тоннелей, по которым он идет, нет ни на одной схеме. Но однажды, без 6 минут полночь, я услышу этот гул прямо под окнами. И двери откроются в последний раз. Спасибо, что дослушали до конца. Если этот коридор стал для вас родным, поставьте лайк и оставайтесь. И помните, никогда не ждите поезд на станции, которой нет на схеме. Потому что если вы его не дождетесь, однажды он приедет за вами сам.